Эй, автолюбители! Сегодня вас ждет настоящий экскурс в золотую эпоху американского автопрома, где легенды рождались на глазах у изумленной публики. Знаете, что общего у Форда, Кадиллака и Шевроле? Они заложили фундамент для целой индустрии, которая изменила наш взгляд на автомобили навсегда. Сегодня вы узнаете, как эти бренды стали настоящими иконами и почему их модели до сих пор вызывают восторг у коллекционеров и фанатов. Подвезите поближе, потому что мы начнем нашу ретро-поездку с бренда, который знают все. Да, это Ford. Отправимся в путешествие, полное историй и неожиданных открытий. Ford Model A. Компания Ford была основана в 1903 году Генри Фордом, который первым внедрил в производство конвейерную сборку. Первая конвейерная модель Ford A была выпущена 20 октября 1927 года, однако продажи стартовали позже, 2 декабря. Модель имела множество вариантов исполнения кузова: купе, бизнес-купе, спорт-купе, родстер, кабриолет, фаэтон, седан, лимузин, двухоконный и трехоконный седаны, универсал, пикап и другие. Большинство вариантов были доступны в стандартной и люксовых комплектациях. Стоимость автомобиля колебалась от $385 за базовую версию родстера до $1400 за модификацию Town Car. Под капотом Ford A находился 4-цилиндровый двигатель объемом 725 тысячных галлона, развивающий мощность 40 лошадиных сил. Для европейского рынка, где налогообложение зависело от объема двигателя, предлагался мотор объемом около половины галлона. Однако эта версия не смогла завоевать популярность в Европе. Производство модели Ford E завершилось в 1931 году. За весь период выпуска было произведено почти 5 миллионов автомобилей. Lincoln Zephyr 1038. Компания Lincoln была основана в 1917 году Генри Лелендом, который ранее участвовал в создании Cadillac. Уже в феврале 1922 года компания перешла под контроль Ford Motor Company. В 1932 году Эдсел Форд, сын Генри Форда, пригласил команду профессиональных дизайнеров, результатом работы которых стал Lincoln Zephyr. Эта модель сочетала в себе инновационные и традиционные технические решения. Впервые в мировой практике использовался несущий кузов, хотя подвеска всех колес оставалась зависимой и опиралась на поперечные листовые рессоры. Под капотом располагался двигатель Felt 12 объемом 94 галлона, развивавший мощность 110 лошадиных сил. Однако тормозная система оставалась механической и уступала по эффективности современным стандартам. Первоначально цена на Lincoln Zephyr составляла $1300, что было значительно ниже стоимости аналогичных моделей конкурентов. Благодаря этому новшеству продажи Zephyr стремительно выросли. В 1936 году было реализовано почти 15 тысяч автомобилей, а в 1937 году ровно в 2 раза больше. Edsel Ranger. Проект Edsel, запущенный концерном Ford в Детройте, стал ярким примером неудачи в автомобильной индустрии. Руководство компании вложило значительные средства в продвижение новой марки, организовав масштабную рекламную кампанию. Однако, вопреки ожиданиям, продажи начали резко снижаться сразу после запуска первой модели. Ситуацию усугубляло низкое качество сборки автомобилей. Многие покупатели критиковали дизайн Edsel, особенно его переднюю часть, которую сравнивали с лошадиной уздечкой или черепом. В период с 1958 по 1960 год было представлено 6 моделей: Bermuda, Citation, Corsair, Pacer Series B, Ranger и Villager. Самой долгоживущей моделью оказался Ranger, производство которого продолжалось до 1960 года. Edsel предлагался в разных вариантах кузова: двухдверный кабриолет, купе, 2- и 4-дверные хардтопы, а также 4-дверный седан. На Ranger устанавливались двигатели FIL-8 объемом 1 или 1,3 галлона. Всего за время существования проекта было произведено почти 54,5 тысяч автомобилей. Cadillac 452 Series 90. В 1929 году Cadillac представил первый в мире 16-цилиндровый двигатель, который произвел настоящую революцию в автомобильной индустрии.
Этот силовой агрегат выдавал впечатляющие 165 лошадиных сил при объеме двигателя 1,6 галлона. Высокий крутящий момент удачно сочетался с необычайно мягкой работой мотора. Гидравлические компенсаторы зазоров в клапанной системе обеспечивали такую тишину, что на холостых оборотах можно было услышать треск искры в распределителе, а при движении шум двигателя почти полностью скрывался звуками вентилятора и карбюратора. В 1938 году Cadillac выпустил обновленную версию 16-цилиндрового двигателя, который стал легче и компактнее. Модели с этим мотором производились до 1940 года, после чего Cadillac прекратил выпуск своего непревзойденного лагманского автомобиля. Buick Limited Series 90. В 1973 году Buick представил новую линейку автомобилей, которые заметно превосходили своих предшественников по техническим характеристикам. В этих моделях были улучшены передние подвески, установлены гидравлические тормоза и другие современные для того времени элементы. Самым дорогим в производстве стал Buick Limited 90, который стал флагманом линейки. С 1936 года каждая серия автомобилей Buick, помимо числовой индексации, получила собственное название. Покупатели Buick обычно представляли собой обеспеченных представителей среднего класса, которые могли бы позволить себе менее дорогие модели Cadillac, но предпочитали оставаться скромнее. Buick Limited вступил в конкуренцию с моделями начального уровня от Cadillac. Руководство Cadillac активно пыталось добиться прекращения производства Limited, считая его угрозой для своих позиций на рынке. В ответ руководство Buick утверждало, что Limited не мог представлять серьезную угрозу для Cadillac, поскольку выпускался ограниченными партиями, в среднем 1561 автомобиль в год, что составляло незначительную долю по сравнению с объемами производства Cadillac. Chevrolet Corvette C1. На выставке Motorama в 1953 году был представлен совершенно новый для Америки автомобиль – двухдверное купе Chevrolet Corvette. Он получил легкий стеклопластиковый кузов на металлическом каркасе, смонтированный на мощной раме, рядный шестицилиндровый мотор объемом 0,85 галлона и мощностью 150 лошадиных сил и двухступенчатую автоматическую коробку передач Power Glide. Было построено всего 300 экземпляров. Все автомобили окрашивались в белый цвет. Считается, что главная заслуга в успехе этой модели принадлежит нашему соотечественнику, знаменитому автогонщику Зоре Аркусу Дантову. Он адаптировал для Corvette новейший мотор семейства Small Block, 94 галлона карбюраторный F8, а также трехступенчатую механическую коробку передач. А с 1957 года на него начали устанавливать впрысковый F8 объемом 1 галлон и четырехступенчатую механику. С 1962 года устанавливался новый двигатель 1,18 галлона и мощностью от 250 до 360 лошадиных сил Corvette. Один производился до 1962 года. Всего было произведено больше 69 тысяч автомобилей. Plymouth Special Deluxe 1949. В 1928 году Уолтер Перси Chrysler купил фирму Dodge за $170 миллионов, превратив компанию Chrysler в одного из крупнейших производителей автомобилей США. Самой дорогой моделью Chrysler была Imperial, поэтому для расширения рыночного пространства Уолтер Chrysler в 1928 году основал марку Plymouth для создания недорогих моделей. Автомобили Plymouth пользовались успехом, и их производство возобновилось после Второй мировой войны. Special Deluxe Series стал первой послевоенной моделью Plymouth. Автомобиль был доступен в исполнении только шасси, а также седан, купе, кабриолет и универсал. На Special Deluxe устанавливался рядный шестицилиндровый двигатель объемом 79 галлона. Plymouth конца 40-х, начала 50-х годов были консервативными, солидными, крепкими и живучими, сделанными с высоким качеством автомобилями, с просторными высокими кузовами из толстого металла, за что они пользовались популярностью в такси. Они имели архаичный дизайн и скучные однотонные интерьеры, обычно серого или бежевого цвета. Кроме того, на них не предлагались 8-цилиндровые двигатели,
настоящая автоматическая трансмиссия. В результате по объему продаж Plymouth был на третьем месте после Chevrolet и Ford. Dodge Mayfair 53. Джон и Хорас Додж создали свой первый автомобиль в 1914 году, положив начало одной из крупнейших автомобильных компаний в США. К моменту их смерти в 1927 году компания достигла значительных успехов, выпуская ежегодно порядка 100 046 автомобилей. Наследники братьев решили продать предприятие Уолтеру Перси Крайслеру за внушительную сумму в $175 миллионов. Автомобили Dodge традиционно считались надежными и долговечными. Одной из примечательных моделей стал Dodge Mayfair, который производился специально для экспорта в Канаду с 1953 по 1959 год. В США аналогом этой модели был Plymouth Belvedere. В Канаде Dodge Mayfair 1953 года активно соперничал с такими популярными моделями, как Chevrolet Bel Air и Pontiac Laurentien. Packard 120. Packard Motor Company была основана в 1899 году Джеймсом Паккардом. До Второй мировой войны автомобили Packard считались одними из самых престижных и дорогих, и их владельцами чаще всего становились состоятельные люди. Примечательно, что автомобили Packard находились и в гараже президента Франклина Рузвельта. Одной из значимых моделей в истории компании стал Packard 120. Этот автомобиль предлагался в различных вариантах кузова: двух- и четырехдверные кабриолеты, седаны и купе. Производство модели 120 продолжалось с 1935 по 1941 год. Hudson Terraplane. Компания Hudson была основана в 1909 году Роем Чапином, который назвал свое первое творение в честь инвестора Джозефа Хадсона. Hudson Motor Car Company быстро добилась успеха, продав за первый год своего существования 4000 автомобилей. Последний автомобиль Hudson сошел с конвейера 31 октября 1954 года на заводе Jefferson Avenue в Детройте. Terraplane был сравнительно доступным автомобилем, который американская компания Hudson выпускала с 1935 по 1938 год. Разработанный британским инженером Ридом Рейлтоном, Terraplane отличался высокой мощностью для своего времени. Автомобиль имел новый стальной каркас, соответствующий строгим стандартам качества, и при этом предлагался по привлекательной цене. Terraplane оснащался рядным шестицилиндровым двигателем объемом 77 галлона и трехступенчатой механической коробкой передач. Смотрите далее, и вы узнаете, какие европейские автомобили пользовались повышенным спросом. Porsche 356, номер 1, Германия. Porsche 356, разработанный Фердинандом Порше-младшим, стал первым серийным автомобилем, выпущенным компанией Porsche в 1948 году. Прототип 356-001 был уникальным автомобилем, на создание которого оказала влияние итальянская компания Sisitalia, использующая разработки Porsche и компоненты Fiat. Цельноалюминиевый кузов автомобиля скрывал четырехцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, расположенный сзади. В конструкции использовались несколько инновационных решений: двери с выдвижными ручками, откидная крыша и декоративная передняя решетка, придающая автомобилю особый шарм. Эти особенности делали Porsche 356 номер 1 невероятно привлекательным для автолюбителей. После установки двигателей объемом 28 галлона и 33 галлона автомобиль не только завоевал сердца поклонников, но и начал одерживать победы в гонках. Renault Juva-Quattro, Франция. Renault Juva-Quattro был представлен на Парижском автосалоне в 1937 году. Легкий двухдверный автомобиль весом всего 1075 фунтов оснащался литровым двигателем мощностью 23 лошадиные силы, что было довольно неплохо для тех лет. Максимальная скорость машины составляла 59 миль в час, а средний расход топлива составлял около 1,5 галлонов на 62 мили. Продажи Renault Juva-Quattro начались весной 1938 года. Помимо базовой, вскоре появились модификации с мягкой крышей, четырехдверный седан и коммерческий фургон, способный перевозить грузы весом до 550 фунтов килограммов. В
Всего за неполные 2 года, до января 1940-го, было продано свыше 22 тысяч экземпляров этой малолитражки. Однако вскоре большая часть Франции оказалась оккупирована нацистской Германией, и Третью Республику постигла судьба краха. Производство легковых автомобилей практически остановилось. Bentley Blower, Великобритания. Bentley Blower – это автомобиль, чья легендарная слава значительно превышает его реальные достижения. Ни одно обсуждение автомобилей 20-х годов прошлого века не обходится без упоминания этой модели, которая, кстати, находилась в гараже литературного персонажа Джеймса Бонда. Стоимость сохранившихся до наших дней экземпляров сопоставима с ценой билета в космос. Однако, несмотря на всю свою славу, Bentley Blower не одержал ни одной значительной победы в гонках и считался грубым, ненадежным, некрасивым и трудноуправляемым автомобилем. Тем не менее, именно этот прожорливый монстр с компрессором Roots ассоциируется у большинства с гоночными успехами Bentley 20-х годов. Расход топлива у Blower составлял целых 87 галлона в минуту. Хотя многие модели уже давно не производятся, найти раритетную модель можно лишь в коллекции истинных ценителей старых автомобилей. Каждая из них оставила свой след в истории американского и мирового автопрома. А у меня, друзья, есть для вас интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего Telegram-бота, ссылка в описании. На сегодня это все. Благодарю за просмотр.